Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Спешу поделиться с вами радостным событием. В газете «Толока. Делаем сами» в 19 номере за этот 2023 год опубликована моя статья. Это мастер-класс по пошиву милой декоративной подушки из старых джинсов. Интернет – это интернет. Сегодня есть, а завтра нет. А печатная газета всегда под рукой. А сегодняшний мастер-класс создан по многочисленным просьбам трудящихся. В своей группе я разместила фотографию, и посыпались просьбы снять мастер-класс, потому что вроде бы все просто и понятно, а посмотришь внимательно и ничего не понятно. Для работы нам надо первым делом подготовить лоскутки. Нам нужны полоски ткани с шириной 5 см, длиной 15 см. На самом деле вы можете взять свои размеры. Девочки, вы меня знаете, я всегда стараюсь облегчить работу. Здесь надо будет сшивать полоски под углом 90 градусов. И точно соблюдать все линии, иначе произойдет перекос. И конструкция получается довольно подвижная. Соединения идут по косой. Поэтому шить будем по основе. Возьмем полоски клеевого флизелина. У меня он 15 сантиметров шириной, но можно взять и поуже. На флизелине отметим середину и нарисуем угол 90 градусов. Это будут вспомогательные линии, чтобы шить ровно. Начало работы – прямоугольный треугольник. Его укладываем так, чтобы прямой угол находился точно на центральной вспомогательной линии. А дальше поочередно с обеих сторон закрываем его полосками ткани. Здесь самое главное – следить, чтобы вершины четных полосок при отгибании лежали строго на центральной линии. Укладываем первый лоскутик, на него накладываем следующий лицом к лицу и прошиваем. Нашитый лоскутик отгибаем и приставляем следующий. Так работаем дальше. Думаю, вы понимаете, что если шить таким способом, то провозиться можно очень долго. Поэтому немного ускоряем процесс. Во-первых, работаем сразу с двумя заготовками. А во-вторых, когда мы начинаем пришивать очередную полоску, то сначала намечаем место, где она будет лежать, а шить начинаем не с центра, а с края. Дошили до середины полотна, до конца полоски. Отогнули ее, пришиваем следующую и уходим к краю этого блока. Дальше переходим на другую заготовку. В этом случае нам не приходится обрывать нитки и делать лишние телодвижения.
И третье, самое главное. Не доводите строчку до конца детали. Начинать и заканчивать надо примерно в 5-6 миллиметрах от края. Это нам дает свободу маневра при дальнейшей работе. После того, как заполнили всю основу, тщательно проутюживаем детали. Вот здесь как раз мы можем оценить всю прелесть работы с клеевым флизелином. Все проклеивается, хорошо держит форму и не растягивается. Смотрите, какие интересные заготовки у нас получились. Края, ступеньки. Вы же помните, что у нас все лоскутки были одной длины. А теперь нам предстоит очень тщательная, кропотливая работа. Нам надо эти ступеньки сшить между собой. Я не рискнула шить на швейной машинке. Поняла, что замучаюсь каждый раз отрезать нитки и запутаюсь в раскладке. Поэтому просто берем в руки иголку с ниткой и вспоминаем самые простые ручные швы. Шов назад иголку. Сначала я переживала, что ручной шов окажется недостаточно крепким, но потом прикинула, что все равно это полотно потом будет простегиваться с бэком и наполнителем. Так что не волнуйтесь, все будет нормально. С лицевой стороны вы видите, все уголочки хорошо стыкуются, а после того, как все прошито, получается очень интересное полотно. Такие паркетные доски. И если не знать, как их сшивать, то действительно можно запутаться. Кто-то скажет, ну и что здесь такого? Мы ведь уже шили что-то похожее. Похожее? Да не такое. В том варианте у нас полоски были разной длины. Нашивали мы их от центра, а потом просто подровняли и обрезали края. Смотрите и решайте сами, какой вариант вам больше нравится. А у меня получилась заготовка. Если ее подровнять и отрезать лишнее, то будет примерно 60 на 90 сантиметров. Такая милая и симпатичная. У меня есть несколько идей, что дальше из нее придумать. Но это уже совсем другая история. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!